Когда лесничий очнулся, сознание возвращалось к нему медленно, словно пробиваясь сквозь вату. Первым, что он почувствовал, был пронизывающий холод утренней тайги и острая пульсирующая боль во всем теле. Он попытался пошевелиться, но грубая веревка впилась в кожу, намертво прижимая его к стволу старой корабельной сосны. Перед ним, на расстоянии всего нескольких шагов, сквозь клубы утреннего тумана проступал гигантский силуэт. Когда туман немного рассеялся, Алексей похолодел. Перед ним возвышался огромный бурый медведь. Егерь был уверен — это конец. События прошлой ночи пронеслись в голове быстрой чередой. Браконьеры, которых он выслеживал месяцами, напали подло, со спины. 4 в масках жестоко избили его, вымещая злобу за годы борьбы с их незаконным промыслом, за уничтоженные капканы и сорванные сделки. Они оставили его здесь, в самой глуши, привязанным и беспомощным, обрекая на медленную и мучительную смерть. Но природа, казалось, решила ускорить приговор. Массивный хищник, почуяв запах крови, медленно поднялся на задние лапы. Алексей зажмурился. Бурые медведи — одни из самых совершенных машин для убийства на планете. Взрослые самцы достигают высоты более 2,5 метров, их укус дробит кости, как сухие ветки, а один удар лапы способен снести голову быку. Егерь знал, шансов нет. Он слышал тяжелое дыхание зверя, чувствовал его специфический дикий запах. Медведь занес лапу. Алексей сжался, ожидая удара, который оборвет его жизнь. Но вместо боли он почувствовал резкий толчок в плечо и звук лопнувшей струны. Открыв глаза, он не поверил увиденному. Огромная когтистая лапа била не по нему, а по веревке. Зверь яростно драл путы, пытаясь освободить человека. Медведь опустился на 4 лапы, приблизив огромную морду к лицу мужчины. Горячее дыхание зверя коснулось щеки. Обнюхав человека, гигант вцепился мощными челюстями в узел и потянул. Канаты, пропитанные утренней росой и затянутые на совесть, не поддавались. Зверь глухо зарычал от досады и снова пустил в ход когти, сдирая кору с дерева в сантиметрах от головы Алексея. Именно в этот момент, когда хищник повернулся боком, взгляд лесничего упал на характерный шрам. Длинный, неровный рубец, пересекающий густую шерсть. Воспоминание ударилось силой молнии. 3 года назад, ранней весной, когда снег еще лежал во врагах, Алексей наткнулся на страшную картину. В луже крови лежала убитая медведица, а рядом, прижавшись к остывающему телу матери, скулил крошечный медвежонок. Браконьеры не пощадили никого. У малыша был глубокий рваный порез на боку, пуля прошла по касательной. Алексей тогда не раздумывал, он забрал дрожащий комок меха в свою сторожку. 2 недели он был для него и врачом, и родителем. Промывал рану, зашивал, кормил теплым молоком из бутылочки, не спал ночами, когда у малыша поднималась температура. Когда медвежонок окреп и рана затянулась рубцом, егерь с тяжелым сердцем отпустил его в лес. С тех пор они не виделись. Медведи обладают феноменальной памятью, но Алексей и представить не мог, насколько она глубока. «Малыш, это ты?» Голос Алексея прозвучал хрипло, сорванным от крика горлом. Медведь дернул ухом, замер и посмотрел человеку прямо в глаза. В этом янтарном взгляде не было звериной ярости. В нем читалось узнавание. Зверь тихо фыркнул и нежно ткнулся мокрым носом в плечо спасителя. Идиллию разорвал протяжный, леденящий душу вой. Алексей вздрогнул. Волки, серые убийцы, охотящиеся стаями и использующие тактику загона, от которой почти невозможно спастись. Для связанного, обессиленного человека встреча с ними означала верную гибель. Первый волк, крупный матерый самец с седой холкой, показался между деревьями. За ним бесшумными тенями скользнули еще 5. Глаза хищников горели голодным огнем. Стая медленно стягивала кольцо, отрезая пути к отступлению.
Медведь мгновенно преобразился. Из ласкового друга он превратился в яростного стража. Он развернулся, заслоняя Алексея своим массивным телом, шерсть на загривке встала дыбом. Громоподобный рев потряс тайгу, заставив птиц взмыть в небо. Но голод был сильнее страха. Альфа-самец коротко тявкнул от Дазяма, отдавая команду. Стая синхронно шагнула вперед. Начался танец смерти. Трое волков зашли слева, двое справа. Они кружили, пытаясь растянуть оборону медведя. Один сделал ложный выпад, клацнув зубами у самой лапы гиганта. Медведь среагировал молниеносно, но промахнулся. Волк был слишком быстр. Второй серый хищник метнулся сбоку, целясь в горло, но получил скользящий удар и отлетел в кусты. Два волка слева воспользовались моментом и начали подбираться к беззащитному Алексею. Егерь в отчаянии дергал руками, чувствуя, как веревка немного ослабла, но этого было недостаточно. Клыки были уже в метре от его ног. Заметив угрозу своему человеку, медведь впал в неистовство. Он ринулся на нападающих, забыв о защите тыла. Волки отпрыгнули в ужасе, но Альфа воспользовался ошибкой и атаковал сзади, вцепившись в бедро медведя. Зверь взревел от боли, крутанулся на месте и с невероятной силой отшвырнул вожака. Теперь медведь не ждал, он перешел в наступление. Один из волков замешкался, и тяжелая лапа настигла его в прыжке. Хруст костей смешался с визгом. Раненый волк, скуля и волоча лапу, пополз прочь. Это стало переломным моментом. Медведь встал во весь рост, похожий на древнего демона леса, и издал такой рев, что, казалось, сама земля содрогнулась. Альфа оценил ситуацию. Один боец выведен из строя, противник разъярен и смертельно опасен. Риск был слишком велик. Вожак издал короткий сигнал, и стая, поджав хвосты, растворилась в лесных тенях так же быстро, как и появилась. Медведь стоял, тяжело дыша, пар валил от его шкуры. Из укуса на бедре сочилась кровь, но в глазах все еще пылал огонь битвы. Убедившись, что враги ушли, он развернулся к дереву. Теперь он действовал решительнее. Вцепившись зубами в ослабшую веревку, он рванул ее с удвоенной силой. Алексей, собрав остатки сил, помогал ему, извиваясь всем телом. Щелчок, и одна петля лопнула. Затем вторая, последний мощный рывок, и Алексей рухнул на траву, жадно глотая воздух. Руки и ноги онемели, но он был жив. Медведь обнюхал его с ног до головы, удостоверяясь, что человек цел, и тяжело опустился рядом. Адреналин отступал, и зверь выглядел измотанным. Алексей заметил в кустах свой порванный рюкзак. Браконьеры выбросили его, полагая, что он больше не понадобится владельцу. Превозмогая боль в ребрах, мужчина дополз до него и дрожащими руками достал аптечку. «Спокойно, малыш, дай мне помочь», — прохрипел он, подползая к зверю. Удивительно, но дикий хищник позволил прикоснуться к себе. Алексей промыл глубокие укусы антисептиком и наложил тугую повязку. Медведь терпел щиплющую боль, лишь иногда тихо урча, словно понимая, это нужно для исцеления. Они сидели так несколько минут, два уставших существа разных видов, братья по крови и судьбе, пережившие смертельную схватку плечом к плечу. Медведь поднялся первым, солнце уже стояло высоко. Алексей понял, пора прощаться. «Малыш, погоди!» Мужчина протянул руку. Зверь остановился. Алексей, как много лет назад, провел ладонью по жесткой шерсти, почесал за ухом. Затем его пальцы нашли старый шрам. «Ты вырос, ты стал таким сильным», — прошептал егерь, и в горле встал ком. «Спасибо тебе». Медведь на мгновение прикрыл глаза и издал низкое вибрирующее урчание. Он помнил. Он ничего не забыл.
Янтарные глаза в последний раз встретились с глазами человека. Долгий, осмысленный взгляд, в котором было больше разума, чем у тех, кто оставил Алексея умирать. Зверь развернулся и медленно побрел к чаще, ни разу не оглянувшись. Его мощная фигура растворилась в зелени, словно дух леса вернулся в свою обитель. Алексей пролежал еще час, собираясь силами. Затем, опираясь на найденную палку, начал долгий путь домой. К вечеру его нашли коллеги, поднявшие тревогу из-за его отсутствия. Браконьеров задержали через неделю, показания Алексея и следы на месте преступления не оставили им шансов. Эта история о медведе, который помнил доброту и рискнул жизнью, чтобы вернуть долг чести, стала легендой заповедника. Она напоминала каждому: доброта — это универсальный язык, который понимают все живые существа. И иногда природа оказывается намного мудрее, благороднее и человечнее, чем сами люди.